Привет! Наигравшись с сосной, я решил переходить на твердые сорта древесины и съездил в ближайший мегаполис и купил немножечко дуба, немного бука, побольше чуть-чуть ясеня и совсем немного термоясеня. Весь материал сухой и необработанный. Все доски пропеллером неровные, деляночки без базы совершенно. А базу делать надо, но у меня из инструмента только циркулярная пила и рейсмуссовый станок, который, кстати, я вам еще не показывал. Я его не так давно купил и мало использовал. Но нет у меня фуганка. Обязательный атрибут в любой мастерской. Плохой покупать не хочется, а на хороший денег нет пока. И выкручиваться как-то надо. Поэтому сегодня будем делать базу без фуганка. Вообще, прежде чем покупать рейсмуссовый станок, я сначала спросил совета. В специализированных группах Facebook, там отзывчивые ребята мне посоветовали. Сначала я хотел покупать комбинированный станок, снизу рейсмуссовый, а сверху фуговальный. И спросив совета, мне сказали, что лучше брать все по отдельности, и эти оба станка и нужны все-таки отдельно. Отговаривали очень брать комбинированный. Основная причина это то, что один станок, два дела, это делает два дела плохо. А во-вторых, когда встает один станок, у тебя есть второй. А когда у тебя один станок, два в одном, и ломается, ты лишаешься инструмента полностью. Но помучив добрых людей, я все-таки решил для себя купить сначала рейсмуссовый станок, исходя из логики, потому что базу можно сделать на рейсмуссовом станке, а вот откалибровать доску на фуговальном станке намного сложнее. Поэтому было принято решение в первую очередь покупать рейсмуссовый станок. Я купил себе Makita. Легендарную, немножечко, правда, БУ, на что денег хватило. Но я пока нисколько не разочаровался. Но я об этой покупке расскажу как-нибудь отдельно. А сегодня будем делать базу. Для этого нам понадобится длинная, на длину доски и ровная поверхность. У меня есть такой лист ЛДСП. Он с одной стороны ровный, с другой стороны не очень. Поэтому я сейчас возьму самую длинную доску, которая у меня есть, и по ней сделаю отрезок. Ширину мы возьмем 300 миллиметров. Теперь нам нужно раскроить этот лист. Обязательно работаем в респираторе. Теперь уже задаем ширину 30. Теперь нужно выбрать, какая сторона здесь самая ровная. Она и будет задавать базу. Вот эта сторона ровная, ее я и оставлю. В данном случае проще это сделать на торцовочной каретке. Еще раз нужно проверить. Есть, конечно, небольшие погрешности. Я думаю, если меня это перестанет устраивать, ровность базы, то возьму 25-миллиметровую фанеру и сделаю на ней. Но пока будем пользоваться этим. В общем, сразу видно, что доски вертолетом и пропеллером. Вот эту так называемую базу будем пропускать вместе с доской через рейсмусс. И чтобы доска не улетала вперед, потому что вот эта вот очень гладкая, да, мы будем крепить еще дополнительно доску к этой базе. Но чтобы все-таки не срывало, я прикреплю на один край упор. Для упора я возьму небольшую фанерку. Ну что, наш инструмент готов, можно его тестировать. Нужно определить
сторону, которой мы будем ее крепить. Лучше выбрать, крепить той стороны, где меньше всего люфта. Клин под размер. В ход идут все обрезки, которые поднакопились. Если вот так вот сделать. Так, вот, я подобрал клинышек. Специально его вывел немного сюда, чтобы дополнительно закрепить клеевым пистолетом. Не часто работаю с клеевым пистолетом, и еще и закончились стержни. Я думаю, это клея достаточно, чтобы удержать этот маленький клинышек. Пока сохнет клей, поставим рейсмус. Он мне еще пока постоянного места не имеет. Приходится тягать такую махину руками постоянно. Ну ничего, скоро я его найду. Самое подходящее место. Ставим стружку отведения, потому что без этого и рейсмус эффективно не работает, и опилки летят. Сейчас можно увидеть, насколько доска была неровная. Снялось только в конце, именно вот над этим клином. Ну, я думаю, сейчас пару проходов, и будет картина более ясная. Я думаю, хорошо видно, что уже больше половины доски уже выровнялась. Здесь на месте ступеньки небольшие риски, но я рискну это все-таки оставить и вывести уже потом. Немного, конечно, смущают ступеньки, оставляемые от рейсмуса. Ну что, отклеиваем доску и уже пропускаем ее вот этой пластью вниз. Что наша доска готова. Единственное, ее нужно проверить. Стол у меня не очень ровный, за базу его брать нельзя. Так что возьмем нашу старую заготовку, возьмем нашу базу и проверим на ней. Ну что, вот эта пласть отлично вышла. Я думаю, что вот эту сторону еще нужно будет пройти. Прогнав несколько раз на рейсмусе, можно проверить. Здесь все хорошо. Ну, в общем-то, я думаю, что результат хороший. Что, пласть у нас в базу выведена. Теперь нужно сделать базу из кромки. Базу по кромке мне поможет сделать старый уровень с прикрученным на 2 самореза упором. Так как у меня уровень значительно короче, чем доска, я буду эту доску ополовинивать. Раньше надо было вообще это сделать, а пласть была бы точнее. Ну да ладно, отрежем ее сейчас. Сделаю ровно пополам. Я думаю, можно еще миллиметр уменьшить. Ну что, доска готова, можно ее проверить. Здесь отлично. И здесь замечательно. Что, вот таким нехитрым способом, со значительной затратой времени, но можно получить базу без фуганка. Что хочется добавить? Все-таки этот способ, он рабочий, но работать он будет при соблюдении нескольких условий, которые я в ролике нарушил. Во-первых, поверхность должна быть ровная. Во-вторых, она должна быть толстая и не гнущаяся совершенно. То есть ЛДСП
длиной 1,5 метра все равно играет, и рейсмус легко прогибает, соответственно, заготовка, база получается неровная. Я уже решил, буду использовать фанеру 25 мм, она вполне для этого подходит, я уже сделал. Вот. У меня есть кусочек как раз подходящий, 25 мм, сделал такой же упор и сделал покороче. Второе, заготовки лучше выравнивать все-таки покороче, чтобы исключить вообще малейший люфт. Ну, я так думаю, что вот полуметр, сантиметров 70 примерно оптимальная длина для такого способа. В-третьих, так как я закрепил в ролике клинышек и немного клея, это не исключает движение доски. Лучше делать жирными пятнами и с большей поверхностью клея, чтобы доска ни в коем случае вообще никуда не уходила. То есть ее нужно фиксировать намертво, чтобы исключить любой люфт. Тогда доска будет параллельна базе. Хочется сказать основное, что это не основной метод, и не сказать, что это правильно, это просто выход из положения. Ой, нет фуганка, есть рейсмус. И я думаю, в комментариях специалисты, мастера мне смогут дать еще несколько советов, как лучше делать базу имеющимся у меня инструментом. Вот, я буду ждать в комментариях советы, пожелания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Скоро новые видео. Постараюсь сделать его еще интереснее. Всем пока.